Всем любителям и фанатам культуризма, физкульт, привет! В этом видео мы заглянем в далекие былые времена самого прославленного в мире бодибилдера Арнольда Шварценеггера и его соперника Фрэнка Зейна. Многие думают, что Арнольд всегда был самым лучшим и непобедимым атлетом всея Олимпии, но это на самом деле не так. Перед тем, как он стал любимчиком Джо Вейдера, побеждая под его покровительством, он несколько раз проигрывал. Это было в самом начале его бодибилдерской карьеры, когда у него еще не было никаких связей и договоренностей, и приходилось выступать в честном противостоянии. Дело было в 1968 году на турнире «Мистер Вселенная». Тогда еще ни Арнольда и ни Зейна никто особо не знал. Они были начинающими зелеными билдерами, но для Арнольда это было тогда самое обидное для него поражение. И победил его ничем особо неприметный Фрэнк Зейн, нанеся этим самым очень большой удар по арнольдовскому самолюбию. Арни тогда планировал сходу победить на том турнире и получить путевку на свою первую заветную Олимпию, но этим планам не суждено было сбыться. Их разрушил худощавый Фрэнк Зейн. Но, как ни странно, в то время именно он, по мнению судей, больше всего подходил под эталон настоящего бодибилдера. У него был средний рост 175 сантиметров, не очень большой вес 85 килограммов, очень узкая талия и практически идеальные пропорции. И большинству людей больше нравилось телосложение именно как у Зейна, чем у 115-килограммового, массивного и достаточно залитого тогда Шварценеггера. Хотя, если бы на том мистере Вселенная победил бы все-таки Арнольд, то он попал бы на Олимпию на 1 год пораньше, в 1968, но там его бы поджидал намного более грозный соперник Серджио Олива. Он был тогда на пике своей формы, и Арнольд бы ему тогда, скорее всего, проиграл. А потом проиграл бы и в следующем году, а 2 поражения подряд могли бы полностью сломить молодого и тщеславного Арнольда. Так или иначе, обиду за проигрыш Фрэнку Зейну он затаил серьезную. Это тяжелое огорчение Арни запомнил надолго, и только через 12 лет он это припомнит Фрэнку и жестко ему отомстит. Самым лучшим результатом Зейна является 3-кратная победа на конкурсе «Мистер Олимпия». Причем стоит отметить, что на своей первой Олимпии он победил после того, как Арнольд объявил о завершении своей карьеры. Через год после этого, по рекомендации Шварца, мистером стал его дружок Франко Коломбо. Но и он потом будет вынужден уйти на время из бодибилдинга из-за того, что сломает себе ногу на турнире стронгменов. И в 1977 году при честном судействе, при отсутствии всех приблотненных вейдеровских любимчиков, побеждает Фрэнк Зейн. 3 года подряд он был вне конкуренции. Фрэнк намерен был стать мистером Олимпия и в 4-й раз, но, увы, честное судейство на этом закончилось. По воспоминаниям самого Фрэнка, после 3-й победы на Олимпии Арнольд подошел к нему и спросил, рад ли он быть 3-кратным мистером Олимпия. На это Фрэнк ответил, что это даже приятнее, чем когда он смог победить его в 1968 году на мистере Вселенная. От такого колючего ответа Арнольда перекосило от злости, и тогда он, по всей видимости, и начал планировать свой план мести. И вот на дворе стоял 1980 год. Арнольд Шварценеггер был уже тогда известной голливудской медийной персоной. После небольшой подготовки к своему очередному фильму «Конан Варвар» он решает сделать неожиданный для всех камбэк. У него тогда было уже все схвачено и оговорено. Все судьи на шоу «Мистер Олимпия» вместе с самим Джо Вейдером были его закадычными друзьями и деловыми партнерами. Для Арнольда это был идеальный момент сделать Фрэнку Зейну холодную месть за тот давний проигрыш на турнире «Мистер Вселенная», а заодно хорошенько пропиариться к выходу своего нового фильма.
А вот Фрэнк Зейн на тот момент, очевидно, был в самой лучшей своей форме. Но оперившийся Арнольд со своими хитрыми договоренностями без проблем смог забрать себе титул самого лучшего в мире бодибилдера. И с этим никто уже ничего поделать не смог. После того, шокирующего всех итоговыми результатами турнира Мистер Олимпия 1980 года, ушло много достойных и навсегда покинувших бодибилдинг атлетов. Они не смогли смириться с таким наглым и лицемерным судейством. Но Фрэнк Зейн стерпел эту арнольдовскую выходку и продолжил выступать в будущем. Но на следующий год он не вышел в качестве протеста. И правильно сделал, потому что в 1981 году судейство было еще более неадекватным. Победил тогда дружок Арнольда Франко Коломбо с разными ногами и выпирающей гинекомастией. А вот последующие 2 года Фрэнк принимал участие на Олимпии, но в очередной раз заполучить статуэтку Сандова ему не дали. И тогда он решает навсегда уйти из соревновательного бодибилдинга. На сегодняшний день Фрэнку Зейну уже 79 лет. И несмотря на это, он до сих пор находится в добром здравии и активно принимает участие на разных спортивных мероприятиях. Он является владельцем собственного тренажерного зала, регулярно тренируется и имеет очень хорошую для своих лет форму. По словам Фрэнка, бодибилдинг – это образ жизни, и что тренироваться нужно до тех пор, пока ты можешь это делать. А к современному большому бодибилдингу Зейн относится с омерзением. Ему больше нравится категория Classic Physique, потому что она намного ближе к тому времени, когда выступал сам Фрэнк. И по его мнению, со временем эта категория сможет стать самой популярной, а основной монструозный бодибилдинг будет мало кому интересен.